Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем играть в игрушку Стационер. Сейчас будем производить работу над ошибками. Так, смотрите. Спасибо всем, кто пишет, кто следит за игрой, дает советы. Это очень меня мотивирует. Что нужно сделать? Давайте мы это скинем пока здесь все. Скинем костюмчик и пойдемте покажу. Свет включен. Welcome. Enjoy your stay. Успел. Было резко все это сделать. Хотя свет можно было выключить, скорее всего, и отсюда вот. Нет, не достаю. Ладно, смотрите, в чем проблема. Первая проблема. Белую вентиль сразу. Газовый вентиль один. Делаю сразу газовый радиатор. Ага, золота не хватает. Чё? 2 штуки. Так, вентиль забираем. Так, смотрите, в чем проблема. Реактивный ранец включен. Систему кондиционирования я собрал. Это все хорошо. Но мне написали в комментариях. Атмосфера Марса содержит всего 2 килопаскаля давления. То есть для кондиционера этого мало. И поэтому он так неэффективно работает. То есть для того, чтобы эту проблему решить, опять же, видите, это экспериментальный был вариант. Я вам говорил, что я всегда выводил трубу холодного газа из резервуара и подключал к кондиционеру. Теперь что можем сделать? Что мы можем сделать? Кстати, у меня подозрение, что он отсюда и забирает токсины. Каким-то образом попадает туда. То есть выход из сложившейся ситуации какой? Или же я перехожу опять на систему, подключаю кондер к холодному газу своему. Или же ставим здесь расширительный бачок. Маленький. Вот такой. Желтый. Вот такой. И закачиваем туда атмосферу и ставим радиатор охлаждения. Чтобы воздух был холодный. То есть, что в данный момент проще сделать, я даже не знаю. Честно вам сказать. Давайте прикинем. То есть, нам нужно взять вот эту трубу. Вот отсюда. Вот отсюда даже. Вот вывести ее вот так. Довести примерно тут не получится. Здесь будет все мешаться. То есть трубу мы уже вывести не можем. Это будет сложно. Реактивный ранец включен. Хотя вот здесь, если ее поднять, вывести. Ну давайте попробуем. Потому что я все равно тоже обратил внимание. Во-первых, там надо поменять трубу реально на изолированную. Вот изолированные трубы. Делаем 12 штук. Сейчас посмотрим. То есть вот здесь надо трубу делать изолированную.
Какая, кстати, здесь температура у нас? Минус. Температура хорошая. Вот. То есть учитывайте этот момент, да, то, что мы взяли охлаждение с Марса, это понятно, это хорошо, это что-то новенькое для меня, но атмосфера очень разряжена, поэтому кондёру не хватает. И вот эти вот токсины, которые появляются внутри, такое подозрение, что все-таки они попадают туда через кондер. Да, видите? Потому что в атмосфере Марса как бы есть все, но и токсины. Поэтому давайте сделаем вот так. Чтобы избавиться от этой проблемы, мы все-таки сейчас выключим кондер. И я переделаю эту систему. Таким вот образом. Давайте так и выйдем. Сразу хочу проверить, везде у меня такой бардак или не везде. Так, тут 52. Видите, даже у меня в баллон с атмосферой попал токсин. Ну, токсин, ладно, мы выведем. Там его мизерное количество, но температура 52. Дальше. Здесь как бы понятно. Значит, берем второй, ставим сюда. Охлаждает температуру. И что, зачем я сделал вентиль? И я заметил, что у меня вот здесь то же самое. То есть у меня горячий кислород отсюда попадает вот в эту систему. И он меня охлаждает. Поэтому давайте сделаем вот так. И откроем. — 73 градуса. Вот такие вот дела. Так, идемте. Вот эту мы забираем. Ставим пока здесь. Берем 12 труб. Сделаем все, как говорится, по красоте. Так. Ну, давайте попробуем вывести трубу куда-то наверх. Вот здесь не выходит. Реактивный ранец включен. Накидал тут труб так, что невозможно даже шевелиться. Вот здесь она выходит. Давайте ее поставим. Так, что мы с этим можем сделать? Мы с этим делать ничего. Да. То есть моя задумка
не проходит. Значит, будем ее решать. Реактивный ранец включен. Будем ее решать так, как советовали. Поставим сейчас расширительный бачок. Накачаем сюда энное количество давления. То есть выход все равно найти создавшейся ситуации надо. Так и дело. Можно, в принципе, и в трубы накачать просто. Чтобы не ставить этот бачок. Трубы держат там. Давайте, наверное, только трубы сделаем. Так, мне нужна активка. Вентиляция. Давайте, да, чтобы не махаться, так и сделаем. Качаем в эти трубы, которые есть, немного давления. С помощью активки. Активку даже можем здесь и оставить в дальнейшем. Так вот. Я думаю, будет достаточно. Берем активочку нашу. Включаем ее. Но мы не решаем вопрос с этим токсинами. Так, ладно. Что-то надо переделать. А переделать что? Что мы можем тут переделать? То есть, видите, и так хочется, но не получается. И так, ладно, вы уже извините, но проблему решить надо в любом случае. Значит, что можно сделать? Можно вот эту трубу, да, чуть-чуть переделать. Реактивный ранец включен. Таким вот образом. Так, освободить здесь место. Потом можно уже тогда пройти здесь. Так. Теперь вот эту трубу задрать тоже наверх. Где у нас тройник? Вот тут. Да, у нас вот здесь труба смело может пойти наверх. Реактивный ранец включен. Да, и мы этот вопрос почти
прям как у настоящих сантехников. Сейчас одни трубы будут. Ну вот, мы этот вопрос решили, грубо говоря. Идемте сделаем еще трубы. Тогда это будет проще. Переходим на старую систему. Давайте изолированную сделаем. Сталь. Сталь нужна. Все, и сразу решим вопрос вот с этим. Активка мне пока тогда не нужна. Да. Так и получается. Реактивный ранец включен. Значит, мы вот это вот все переделываем опять. Здесь где-то надо вывести показ данных. Ну, вот здесь возле дверей, наверное. Да. То смотри, какие газы в трубе. Так вот. Таким образом. Вот видите, при наведении показывает все, что содержится, количество, температуру, все, что содержится в этой трубе. Теперь сижу и думаю, правильно я это сделал. Потому что это можно было подключить опять же вот к этой системе. Поставить ее здесь и подключить к этому. Она бы постоянно бы у меня горела, была бы включена. А так она будет только включена в том случае, когда будет здесь включена. Ну, я подумаю. Если что, переделаю. Пока меня так устраивает. Берем трубы. И пытаемся все это собрать в кучу. Так, куча. Уже леплю тут. Все равно труб нагорожен. Уже ничего не поделаешь. Даже хватает опять. Давайте еще 10 сделаем. Можно, конечно, кремния подкинуть. Думаю, 7 будет достаточно. Да, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу, делаю, как я раньше делал. Все. Атмосфера прикольно, но не прикольно. И токсины попадают. Реактивный ранец включен. Все, что хотел. О, куда? Переделки. Ну, в принципе, все.
туда. Проверяем температуру. Вот, 0 градусов. Видите, как все прекрасно. Теперь включаем наш прекрасный кондиционер. Нам на старт. Идем проверять. Бак отходов переполнен. Пролетел. Видите, новый скафандр, и уже летаю как-то по-другому. Так, 31,5. 31,6. Я не вижу особых движений. Еще один момент. Реактивный ранец включен. Так, минус 10. О, пошла температура, видите, сразу падать. 29, 28. Ну, смотрите, как это все резко пошло. Да, все-таки атмосфера 27. Вот он стал. Я даже думаю, что он выключился уже. Реактивный Проверяем. ранец включен. Да, он выключился. То есть сбил температуру. Все, вопрос решен. Вопрос с кондеем решен. Еще раз спасибо. Так. Ну что, в принципе. Делаем по старой схеме. Открываем. Критический уровень топлива реактивного ранца. Раз переполнен, меняем их местами. Идемте проверим урожай. Переночуем, так сказать. Какие планы на эту серию? Я хочу заняться 3-м этажом. Все-таки уже сколько там дней? 56 было. Сейчас не знаю, 57. Ну, то есть, грубо говоря, 2 месяца на Марсе, а мы еще даже не поспали. Что для этого нам надо? Для этого нам надо... Так, выход у нас будет со 2-го этажа. Кабель пойдет здесь. Лестница убирается. Надо будет этот фрейм убрать. И этот, скорее всего, фрейм надо будет убрать. Или лестницу передвинуть. А лестницу уже не передвинешь. Так, получается, вот эти 2 фрейма нам надо будет убрать. Сделать себе выход на 2-й этаж. Ну ладно, сейчас заморочимся этим потихонечку. Уже и Харви надо делать. Еще 3-й этаж надо доделать. Так что есть что делать в эту серию. Enjoy your stay. Продолжаем делать. Все, выключаем. Ключик снимаем. Вводим, включаем здесь свет. Опять фильтр забыл сделать. Ну вот, что за память. Я же сказал, не буду ставить, потому что не знаю, где лампы будут стоять. Так, давайте пока, чтобы это здесь не валялось тогда. То никуда не видно ничего. Смотрим урожай. Урожай. Семян еще нету, картофеля. Урожая особо нету. Да, сейчас задумаюсь насчет 3-го этажа. Смотрите, я все-таки неправильно поставил лестницу. Надо было еще на 1 фрейм ее передвинуть. Сейчас я, если это сделаю, у меня теперь стакер не будет здесь помещаться. Стакер. А что мне стакер?
Стакер мне... Стакер можно и убрать, правильно? Ну, я сейчас проверю. Не знаю. Свет включен. Ну, то, что стакер я сейчас уберу. Вот я вот смотрю, вот эта машина, она тут... Ну, ага. А тут и шкафчик еще у меня. Нет, плохая идея была. Обыгрываем так, как изначально я хотел. Ставим сюда. Как бы есть вертикальная лестница в игре. Можно вертикальную поставить. Типа на второй этаж. Вот здесь, допустим, ее на эту стенку поставить. Подниматься себе на второй этаж. Там сделать вот этот... плиту эту обложить стенами. Делать себе вход на второй этаж. То есть подниматься по лестнице. Хотелось как-то вот так, но получается, что... Ладно. Это будет потом. Идемте пока. Welcome. Enjoy your stay. Токсинов сделаем. Сразу. Трубы выложим. Они нам тоже пригодятся. Ну, не сейчас прямо, но пригодятся. Такси. Так, что я хочу сделать? Я хочу сделать стены в данный момент. И хочу сказать вам... Я там хочу поставить другие окна. Но не знаю, ставить их, не ставить. Или поставить такие же. Так, где эти окна? Набор укрепленные окна. Вот. Астролой. Хотел просто показать, что есть укрепленные окна. То есть они как почти как эти. Просто у них такая крестовина. И стекло, когда ставишь, получается, в стекло еще идет, кроме кремния, еще стелит. Но они не закрываются во время бури. А я бы хотел, чтобы у меня была система, чтобы они закрывались во время бури. Давайте сделаем тогда так. Я эти потом сниму, поменяю, поставлю на первом этаже вот эти, покажу вам, как они выглядят. А там наверху я все-таки поставлю такие же роль ставни. Вот композитный роль ставни. Вот 9 штук. 9 штук и делаю. Припоя 9, видите, у меня. Один припой на одну роль ставни. Да, так и сделаем. Я здесь покажу на первом этаже. Ну, одно окно поставлю какое-то, чтобы вы видели, что можно и такие окна ставить, и такие. Я просто хочу, чтобы меня закрывались во время бури все роль ставни. Поэтому делаю такие. Ну, прикольно смотрится. И на первом этаже, и на втором. Вернее, и на втором этаже, и на третьем будут закрываться автоматически сразу роль ставни. И раз уже делаю, тогда придется, да, припой. Давайте кинем еще 10.
продемонстрировать вам, так сказать. Не успел. Так. Вот 10 тогда. Как будет. Ну что, надо обшить еще по кругу. Этими стенами, которые передают, ну вы поняли, вот такими листами, чтобы команда передавалась. То есть мне надо будет поставить сейчас с той стороны, скорее всего. Ну, сейчас покажу. Сейчас все покажу. Опять забегаю вперед. Опять непонятно, что хочу сделать, да? Третий этаж. Жилое помещение. Смотрите, 74 всего лишь потрачено. Ну, сразу меняю. Пускай будет. Где еще у меня 82. Кстати, надо не забыть сбегать. 70. Сбегать, закинуть угля. Так. Возьмем угля. Я обещал сделать по-другому, чтобы было видно, что там творится. Раз обещал, идем делаем. Так, транспортной трубы у меня нигде нету. Делаем 2 штуки. Поставим на место. Выключаем. Обычно кушаем, пьем. Окно. Сейчас все вывалится опять. Все, что там есть, надо собрать. Вот, видали? А я знал, я знал. Мне семью. Я все прощу. Реактивный ранец включен. Вот. И теперь смело вот раз, 2, 3, 4, 5. Тоже не залезет. Ну, 6 ставим здесь. Про запас. Вот что я имел в виду. Видите? То есть вы видите, сколько у вас угля там есть. Надо, включили, не надо. Ну, 2 батарейки полные, это постоянно высаживается, но это ничего страшного. Эти 2 в запасе. Насчет энергии мы обеспечены. Так, это сделали. Идемте тогда наверх. Реактивный ранец включен. Будем определяться с окнами. Ну и вот, чтобы было проще выйти, делаем вот так.
Чтобы команда передалась отсюда сюда, а отсюда я хочу, чтобы команда передалась на окна, которые будут здесь стоять. То есть что у нас получается? Ничего не получается, потому что здесь у нас будет... мы решили, делаем отдельный вход, тогда забираю эту лестницу. Потому что если мы ее оставим, мне нужно будет снимать два вот этих фрейма, я не хочу их снимать. Значит, мы там убираем лестницу, ставим здесь себе два окошка. Вот так вот. Два окошка вот здесь. Что у меня получается? Здесь стена, тут стена и два окошка посередине у меня получается. Ну, посередине, наверное, поставлю одно. С этой стороны. О, куда? Q нажал случайно. Поставлю одно с этой стороны. Поставлю одно с этой стороны, потому что такой аквариум получится. А с другой стороны, это же Марс. Им надо наслаждаться. Его надо наблюдать. Не забываем ручка. Видите, вот эта ручка, чтобы сверху была. Ну, так уже как-то поинтересней. Так. Теперь мне нужны стены в количестве. Я, наверное, погорячился, потому что я все-таки хочу сюда делать выход. А зачем мне на втором этаже выход? Я имел в виду сделать тоже шлюз, как бы. Сейчас сижу, думаю, а смысл? Я могу на первом и на втором зайти, а со второго подняться на третий. Ну да, смысла нету. Реактивный ранец включен. Тогда мы берем... Ставим наши стены здесь. Здесь у нас будет лесенка. Так, и чтобы мы передали энергию на окна, ставим вот так. Хотя, нет, наверное, не так все-таки. Так. Вот так. Ну вот так уже я понимаю, что что-то получится. Лестница вертикальная. Так, делаем одну штуку. Что я не помню, какая лестница превращается в лестничную площадку. Здесь лестница. Не это. Значит, делаем еще одну лестницу. Делаем
обычную лестницу. Обычная у нас есть там. Мы ее там и разберем. Хорошо. Делаем 2 тогда. И нет. Лестницы забираем. Это нам пока не нужно. Здесь. Делаем... Давайте 12 на плоская. И 12 листов стали. Ней. Одна сталь. Ну, на одну стену нужен 1 лист стали. Это я буду обшивать снаружи всю конструкцию. Но еще хочу заморочиться, поставить так, маяк. Стационарный маяк. Припой. Припой в цене. Маяк. И сюда. 12. Лист стали. И минимум 4 каркаса. Металлических. Также мне нужен будет пластик там. Пока не нужен. Пока нужен. Придется задействовать. Рюкзачок. Так, лист железа 4 штуки. Листва камней. Так, это мы берем в руки. И остальное по карманам распихаем. Было нечетно. Так, берем стекло. Что тут у нас? Поплавить чего-нибудь. Например, меди. Или кремния. Ну пока. Сразу поставить. Давайте я поставлю. Штук так 20. Нужен будет кабель силовой.
И идем собирать, потом придем, заберем кабель. Реактивный ранец включен. Вот я тоже лапать. Делаю уже сразу и тот кабель, и тот кабель. Как будет. Трансформатор еще надо сделать. Что Реактивный все ранец пригодится. включен. Так, это сделали. Да, это обратно. Что я хочу? Хочу вот здесь поставить стальные стены. Видите, плоская стальная стена дает вот такой вариант стены. То есть он идеально подходит. Вот здесь поставлю потом композитное покрытие. И стеночка будет ровная, и рисунок одинаковый. Так, что дальше? Дальше, как говорится, больше, да? Опять же. Берем пластик. Заделываем все эти окна, стены. Реактивный ранец включен. Таким образом. Потом берем стекла. Проверяем. Сетка есть, сетка есть. 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 Здесь тоже есть. Все. Так. Теперь. Теперь сиди, думай, да? То есть помещение у нас готово. Осталось только определиться, как сделать вход в это помещение. Реактивный ранец включен. К сожалению, нет в игре стен, которые под наклоном идут. Поэтому... А это что? Ух ты!
О, интересненько. Интересненько. Это, я думал, это лестница делает. Оказывается, не только лестница. Тогда что нам мешает сделать здесь красоту? Ничего не мешает, опять же. Так, панель с обшивкой, люк с стрелкой, монохромная, 2 оттенка, угол прямой, угловая, треугольник с отверстием. Вот, плоская мне нужна. Тогда мы делаем вот так. Вот так. Причем она ставится. А низ она не ставится. Только наверх. И здесь получается будет вот такая вот дырочка неприятная. Ну, тогда меня это немножко не устраивает. Вот такой вот туннель получился. Вот получился у нас вот такой туннель. И в этот туннель я хочу поставить лесенку. Поднялись. Здесь также есть у лесенки такая штука. По поручни. Подошли, взялись и спустились. Также у меня осталась одна стеночка. Сразу ее сюда и прикрепим. То есть, если я сейчас разберу пол, я попадаю на второй этаж. Да, совершенно точно. Давление упало. Да. Но включилась наша система. Она будет накачивать. Что я тут хотел еще сделать? Хотел тогда разобрать вот эту лестницу. Она здесь уже не нужна. Из нее сделать вот такую... это не с лестницы. Ладно. Мокарка. Тогда делаем так.
Так, с фильтром я хотел разобраться сразу. Вот видите, 101 накачало уже. Включаем фильтрацию. Вот он собирает и какашки. Так, тут решили, тут у меня место даже появилось. Так, надо решить еще найти, из чего же делается площадка. Опять же, я не помню. Идемте. Там мы не идем. Выключаем свет и дышим. У меня осталось 2 стены. Как раз их сейчас и использую куда-нибудь. Возможно. Невозможное возможно. Но мне мешает поставить лестницу вот здесь. Ничего. Теперь возможное возможно. Так, смотрите. Вода где-то здесь у меня проходит. Да, вот она, прямо в углу. Вообще прикольно получается. Ставим тогда композитную стену с этой стороны. И зашиваем ее. А с этой ставим плоскую. И тоже зашиваем ее. Здесь будет у нас душевая, прям с окном. Здесь поставлю дверь. Идеально. Как бы можете сделать тоже комнату себе. Я делаю 2 на 6. В принципе, хватает. Потому что я здесь поставлю кровать. Вот здесь у меня вход будет. Ну, получается, в этом углу будет кровать. Здесь будет у меня душевая. Здесь будет также питьевой фонтанчик где-то здесь. Потом стойка для скафандра. Где-то вот здесь будет стоять. Здесь кровать, стол, стул. И посмотрю, если поместится. Поставлю слипер. Есть тут такая штука, слипер называется. Мне нравится просто, как он выглядит. Но я ставлю его... Есть 2 версии. Одна горизонтальная, я ставлю вертикальный. Он прикольно, если его включить, он прикольно светится. Поместится, поставлю. Не поместится, не поставлю. Ну и пару шкафчиков для своих нужд. В принципе, что? Вот видите, атмосфера присутствует на 2-м этаже. Полиуретаны эти, токсины потихонечку выкачиваются. Проблему мы нашли, проблему устранили. Значок потух. Идемте заниматься остальными делами. Пустили себе. В принципе, ничего никто никому не мешает. Можно здесь даже стеночку поставить, и будет такой отдельный вход. Но пока это не нужно. Странно. Лестница меня подвела. Собираем урожай.
можете сразу сюда и закинуть. Темечек еще нету. Нету, так нету, как говорится. Пьем. Или сюда нажимаете, или на консоль достаете и там, и там. Нажали. Enjoy your Сейчас он stay. переключится. Я имею в виду шлюз. Если, видите, попали, как я, с другой стороны, надо, чтобы шлюз переключился. Сейчас помню, из чего делаются эти... Решетка это. Так, выключаем. А, он и не был. Welcome. Enjoy your stay. Реактивный ранец включен. Какая у нас конструкция получается на вид? Нормально. Сейчас сразу сделаем трубы. Еще один питьевой фонтанчик, чтобы не забыть. Так. Ой, фонтан делаем. Я его не сделал. И не лежит запасной. Нет. И хочу сделать душ. Душ. Переносной. А, фильтр. Набор душ. Вот, делаем душ. Тоже был вопрос в комментариях. Есть обычный душ, а есть душ с кнопкой. То есть электрифицированный. И был вопрос, а зачем вот. Ну, я думаю, что с кнопкой типа вода греется, а без кнопки вода попадает в душ той температуры, которая, ну, в данный момент температура воды. Я так себе это представляю. Первый фонтан в сторону. Лестница нам пока не нужна. Опять же, видите, все забито уже. И шкафчики забиты. Что мне нужно? Мне нужно трансформатор. Один. Маленький. Мне, в принципе, пока ничего не нужно. И трубы я хотел сделать. В количестве там я... Давайте 6 штук. У меня там где-то были трубы. Вроде... А, я вспомнил, где у меня трубы. Чем мне их копить? Вот они. 3. Да мне не 6 надо, а 3. Труба изолированная, вот она. Дайте, пожалуйста. Уже сюда кидаем. Конечно, давайте. 6. Уже поздно. Поздняк метаться. 3. Есть такое дело. И давайте зайдем все-таки. Я зайду в справочку. Хочу посмотреть. Не то нажал. Так, справка.
Пум-пум-пум. Что я хочу вообще? Как лестницы эти, из чего делаются структуры походу. Так, стена, стена. Вертикальная верхушка лестницы. Лестница правая, левая. А где площадка? Вот она. Стена маленькая панели с отверстием. Платформа для лестницы. А, напольный настил. Ага. Делов-то. Делаем 2 напольных настила. Проверить, с одного делается или с 2. Так. Напольный настил. Одного. Всё, забираем. В принципе. В принципе. Так. Ставим сюда. Реактивный ранец включен. Берем трубу. Ключ. Я для питьевого фонтана. Мне нужно 1, 2, 3 трубы еще. И здесь делаем еще 5-6. Я сразу себе продумываю, что нам еще нужно будет поставить. Тоже есть эта штука. В принципе... Что у нас? Коннектор питания, переноситель, изолированная упаковка для баллона. Это мне не надо. Помню, как называется. Сейчас найду его. Вот, типа противоточный обменник. Это не то. Он тоже как бы нужен. Я хочу сделать... Сейчас я его найду. Душу после души. Так, ну стойку для скафандра надо делать, но это попозже. Вот, очиститель воды. Он сейчас нужен. Да, воду здесь тоже надо чистить. Причем, чтобы его сделать, ему нужно... Давайте закажем. Здесь труп. Причем из них 2 будут изолированы. А остальные будут обычные. И мне нужен каркас. Железный каркас 1. И лист железа 1.
Так, и вот это все. Вот это. А, лишь железо у меня был. Пока не нужен. Нужен, но стекла точно не нужен. Ладно. Нет, пластик мне. Стекло мне тоже нужно. И дверь мне нужна. Одна. Вот берем все, делаем. Реактивный ранец включен. То есть ставим здесь каркас. Обшиваем его. Ставим на него очиститель воды. Принцип тот же самый. Вход и выход. То есть в него входит грязная вода, выходит чистая. Значит, мы его таким вот каким-то образом и должны поставить. Вот. Поступила грязная вода. Вышла чистая. Как-то вот так делается он тоже из труб, но уже из водяных. И также он делается вот, с помощью проводов и отвертки. То есть сюда у него вход заходит грязная вода, выходит чистая. На чистую воду ставлю такую систему. Давайте добьем эту систему. Так, и сделаем простых труб. Теперь все расскажу, все покажу. Реактивный ранец включен. То есть, чтобы здесь накапливалось неправильно. Здесь же у меня чистая вода будет выходить. Мне не надо, чтобы у меня накапливалась чистая вода. Мне нужно, чтобы у меня накапливалась грязная вода. Да. Вот. Мини-накопитель грязной воды. Получается. То есть грязная вода накопилась, здесь переработалась, стала чистой. Для того, чтобы это все работало, пускаем сюда провод. Вот таким вот образом. Посмотрим. Дальше подводим сюда трансформатор. Трансформатор. Ставим его как-то вот так. Ставим ему
4000. Ну, там 4900 на втором этаже, здесь 4. Пускай будет. Теперь берем провод. Вот таким способом подаем питание на трансформатор. Все. И выводим из трансформатора провод во внутреннюю часть. Реактивный ранец включен. Теперь нам осталось соединить систему чистой воды с подачей воды с помощью здесь ставим тогда себе для поилочки такую штуку, не помню, должно хватить, да, на такой вроде выставки. Все, система закольцована, видите, то есть здесь попадает сюда с душа будет попадать грязная вода, попадать в очиститель, с очистителя будет соединяться с общей водой и уже расходиться по этой трубе, куда ей надо. С водой вопрос решен. Идемте ставим. Так, что мне здесь нужно еще одну стенку взять. Красивенькую, беленькую. Ее сделаем. Уже, чтоб, как говорится. Так. 3 стена. Композитная. И 2 листа пластика. Почему делаю еще 2 листа? Потому что 2 листа у меня уйдет сейчас на дверь. Стена, 2 листа пластика. Вроде все. Идемте собирать с внутренней стороны систему. Хотя можно же еще заморочиться, сделать. Давайте, раз уже мы тут, продолжаем. Собираем все, что собирается. Так, делаем одну консоль. Я даже вот так сделаю. Так, одна консоль. 2. Свет тоже там проведу сейчас. Закончилось. Две консоли. Потом получается управление питанием. Плата. Тоже 2 штуки. Вторая, да. Потом светильник. 3 штуки. Потом мне нужна кровать. Одна штука. Стул. Одна штука. И стол. Столы, наверное, в количестве 2 штук.
Ту. Также мне нужно... Это будет лампа. Потом мне нужен планшет. Планшет. Потом мне нужны анализатор атмосферы и параметры. Анализатор атмосферы. Потом мне... вот эта штука. Количество одной штуки. Заметьте, ребро. Ребро. Ладно, пока стойка. Подождет. Все, идемте, я вам покажу. Что я тут набрал? Welcome. Enjoy your stay. То есть, смотрите. Чё ты? То есть разные композиции еще есть. А что он не поворачивается? Вот он поворачивается. То есть поняли, да? Систему. Для чего мне нужна была эта штука? Сразу белую стеночку. Оранжевый. Так вот закрыл. Было красиво. Так. Что я тут набрал, да? Идемте покажу. Я набрал дверь. Что началось-то? Вот она. Так, теперь у меня есть душ. Ты фонтан. Ты идешь сюда. Уж прям посередине окна у меня стоять. Так, душ.
Душ. Смотрите. У душа выход воды и вход воды. Ага. То есть выход я не там поставил. Тырын-ты-тын-ты-тын. Ладно. Делаем это вот так. Я просто хочу, чтобы душ у меня стоял вот тут. Вот тут. И душ с кнопкой, чтобы был. Вот он. Я не помню, ему тоже надо. Вертка и жидкая. Да, вот, добро. Осталась одна труба. Куда я раскидал все свои инструменты? За бардак. Дальше. Принес стенку одну. Надо будет еще принести стенки. Ну ладно, эта стенка будет здесь стоять у меня. Вот таким вот образом. Дальше. Свет. Там будет здесь кругленький. Даже не знаю, как его вывести. Давайте вот так его поставим. Так, и здесь надо свет поставить сразу. То есть мне на такое помещение, ну, 2 лампы будет достаточно. То есть одну я даже вот такие поставлю. Да. Мне будет тут за глаза. Дальше. Что я хотел? Хотел здесь поставить одну консоль. Так. Питанием. Также при входе одну консоль. Тоже с питанием. Что это такое? Эта консоль у меня будет отвечать за свет. То есть она будет включать у меня свет в помещении. А эта консоль будет включать у меня душ, свет и очиститель воды. Да. Дальше. Моя кровать. Я люблю такой вариант. Ну как люблю, он мне нравится больше. И я смотрю, что у нас здесь со светом будут проблемы. То есть надо будет кабель вывести. Все-таки чуть дальше. Ну что, кровать не помещается. Ставим кровать. Она ближе не становится, просто как. Поэтому будет так. Дальше, что я тут принес? Стол. 2 штуки в количестве. Но уже видите, здесь надо как-то комповаться. Здесь у меня будет стоять стойка с газовым баллоном. Значит, пипер. Мне кажется, я как-то мало сделал себе маленькую комнату. Чтобы не пришлось ее увеличивать. У меня тут не все помещается.
Ну, ладно, стол. Хочу электрифицированный. Опять же шуфлятками. На стол ставлю сразу эту штуку. Потом вот эту штуку. Потом беру ключик. Соединяю их. Для планшета забыл взять батарейку. Я здесь поставлю планшет, чтобы не выводить консоли. У меня будет постоянно гореть планшетик, и он будет показывать точно вот такие же данные. Вот так вот будет гореть и постоянно и показывать мне давление, какая атмосфера. 22%. СО2 10. Все верно. Так вот. Поэтому давайте я планшет оставлю здесь, пока я перекину. Второй стол. Второй стол чисто взял для... Сейчас покажу. Такой вот вариант. Поменьше. Давайте все-таки сначала стул поставим, а потом уже будем ставить стол. То есть проверяйте сразу костюмчики. Я рассказывал, что бывают такие моменты, когда просто вылетаешь. Я думаю, такого столика маловато. Ну, вот такого будет достаточно. Если что-то мешает, вылетает сразу в атмосферу. Так, здесь у меня будет стоять стойка для скафандра. Стул есть. В принципе, прекрасно все. Буду делать кабеля и возвращаюсь. Можно также, да, наверное, или нет. Это так и будет уже. Смотрим свои бобы, собираем семена. Давайте сделаем провода. Welcome. И стойку для Enjoy your газового баллона. stay. Мне пока не надо. Надо. Да как не надо? Там 3 стены еще надо ставить. И стены. Композитный. Думал добавить в этой серии еще панелек, но вижу, все супер. Пока не буду. Вот
печь разберем. Она уже не нужна. Берем пластиковые листы. Так, кабель. Забыл. Кабели делаем в количестве много. Вас 1,5 медь хватит. 50. Так. Так. Берем датчик. В количестве одной штуки. Хотя зачем мне там датчик? Датчик не нужен. Мне датчик будет нужен наверху. 1 отделяем, 3 ставим. Делаем и каркаса. И 3 лестницы. Вертикальные. И лестницы. Берем кабель. Уже сразу и маяк поставлю. Покажу вам. Так, кабель выпал. Теперь мне чипы. Чип водовывода 2 штуки. Памяти 1. И обработки 1. Датчик взяли, маяк у нас есть. В принципе, один оставшийся. Еще сделаем пару кабелей. То есть будет 16 штук. Эти забираем. Это все забираем. В принципе, все. Наверх. Реактивный ранец включен. Реактивный ранец включен. Железо. Реактивный ранец включен. Реактивный ранец включен. Видите, он уже на высоте, то есть от земли. Уже Реактивный ранец включен. не держится, ну, то есть падает вниз. Этот вопрос можно решить, увеличить тягу, один раз нажать. Это более-менее, видите, уже зависает. Потому что чем выше, тем тяжелее. Поэтому я взял вот 3 лестницы. И сейчас просто здесь поставлю. Так вот. И заберусь наверх. Для чего наверх? Чтобы поставить маяк. Берем маяк. Без разницы, как его ставить.
Берем провода. Соединяем со всех сторон и выводим вниз. Реактивный ранец включен. Так, где мы там проводили кабель? Вот наш кабель. То есть так тогда и делаем. Проводим его так. Реактивный ранец включен. Вот он не пройдет, наверное, или пройдет. Может и не пройти. В любом случае соединяем его с этим кабелем. Отсюда можно и наверх пойти. Как-то так. Реактивный ранец включен. То есть я завожу кабеля по возможности наверх со всех сторон. Ну, этот кабель мне нужно будет для освещения. Куда я повернул, я не помню. Ну ладно, найдем он посередине. Маловато. Ведь пить хочет. Так. Реактивный ранец включен. Подвели, тут завели. Маяк. Смотрите, находим опять датчик приближения, устанавливаем его. Ставим чип чтения.
Тип записи. Также ставим тип обработки. Ищем логика. Вот, логические операции. Также его память здесь походу не нужна. А, нет, память тоже нужна. Хотел вам набрать. Память нужна. Здесь можно не обзывать, но лучше обозвать, конечно. То есть маяк. Обозвали. На всякий случай. Теперь все это соединяем. Соединить. Давайте я тогда спущусь вниз, подключу, потому что здесь электричества нет. А, есть. Ого. Все, тогда сразу его и настраиваем. Так, смотрите, здесь ставим расстояние, на котором он будет срабатывать. То есть, если я отбегу, допустим, вот ставлю 26. То есть, вы помните, да? То есть, на 26 фреймов отбегу от базы, маяк включится автоматически. Здесь нам ничего не надо. Настраиваем. Тип чтения. Ищем сенсор. Датчик приближения. Активируем. Дальше. Логический чип. Ищем чтение. Чтение маяк. Здесь память. Здесь ставим XNOR. То есть схема такая же, как беспроводной зарядник внизу, только там у нас было NOR. В общем, здесь надо XNOR ставить. Принцип, там был принцип приближения получился у нас. То есть подошли, он включился. А здесь наоборот будет принцип удаления. Отошли, он включился. Запись ищем логический чип. Потом ищем стационарный маяк. Включить. Все в принципе. Как проверить? Взлетаем. Отлетаем. О, видите? Что-то я далековато даже поставил. Не, нормально. Отошли, вот он выключился. На границе базы. То есть отошли от базы, он включился. Его очень далеко видно. Подошли к базе, он выключился. Все, автоматика. Этого дела у нас есть. Продолжаем наше продолжение. Я никак не могу поставить перила. Для красоты. Дальше идемте, показываю. Опять хочет пить. Проводами все соединим. Будет все работать. Да, кондер, видите, 28,3, все работает. Идем наверх. Так, здесь нам нужно соединить. Вот таким вот образом.
Есть свет? Есть свет. Есть свет. Трубу забыл? Ну ничего. Так, свет есть, да? А давайте сразу этот тоже соединим, чтобы я вам показал, как оно все будет работать. А, тут мы провели. Вроде бы свет. Да. То есть, помните, да, здесь вот меняем. Чуть неудобно. Линкет ставим и ищем наши длинные светильники. Так. Светильник длинный. Раз. Светильник длинный. Два. Поднялись. Включили свет. Не нужен свет. Выключили. Дальше. Берем провод. Вводим вот эту систему. Делаем вот так. Для чего? Включили свет. Включили свет. То есть этот свет практически уже здесь ночью нужен не будет. Тут светильник, тут светильник. Для чего взял эту штуку? Показываю. Ставите, включаете, включаете. Все. То есть можете стол выключить. Пока будет работать аккумулятор, он будет показывать. Как только сядет аккумулятор, то, естественно, сядет. Такая вот система. Здесь что у нас? Ага, здесь не подсоединено еще. Давайте попробуем, но думаю, проводов не хватит. Хотелось бы, но... Хватило, представляете? То есть, что мы делаем здесь? Опять же, линкет ставим. Ищем... Светильник круглый мне нужен. Очиститель воды. Светильник круглый. И душевая стойка мне нужна. Это я ее пропустил. А, не пропустил, оно мне еще не подключено. То есть включился и фильтр. Ну, не видно, но... А, и здесь у меня не подключено. Ну, в общем, вы поняли, да? Сейчас еще сделаю проводов. И подключим. Как бы затянулось опять видео. Да, давайте на этой торжественной ноте, вот уже на фоне вот этого вида Марса. Вот уже 3-й этаж, все. Чики-пуки. Или давайте даже сделаем по-другому. Так как он у нас 2 месяца уже не спал. Берем очки, снимаем. Берем пояс, снимаем. И все это ставим на стол. Так вот, да. Включаем свет. Ложимся спать. Так, бедолага, 2 месяца не спал. Смотрите, как быстро уснул. Все, на этой торжественной ноте я с вами прощаюсь. До следующего видео. Вам удачи, не болейте. Всего хорошего.